Всем привет! Зрители моего канала, которые давно смотрят мои видео, знают, что не так давно я родила ребенка, и так как теперь у меня нет времени на поиски ответов на вопросы, но желание снимать полезные видео не иссякло, в этот раз я подготовила для вас интересные и полезные вопросы и ответы на них из чатов самых разных телеграм-групп, то есть отвечала не я, а участники этих самых групп. Но сначала хочу рассказать вам про одну организацию в Литве – Caritas. Эта организация объединяет более 4000 волонтеров, которые помогают бедным семьям, беспризорникам, молодежи, бездомным, одиноким и больным пожилым людям, женщинам, подвергающимся насилию и эксплуатации, и другим людям, страдающим от тяжелых духовных и материальных лишений. Caritas Литва – это добровольное объединение, которое помогает тем, кто рядом с нами. Основной деятельностью Caritas Литва является предоставление социальных услуг. В пятницу приезжаем небольшой компанией в Вильнюс. Будем там один день. Посоветуйте места, стоящие к осмотру, недалеко от автовокзала, и места в тех окрестностях, где можно вкусно поесть. И первый человек советует: Аушрос Вартей, Ратушная площадь, рынок, Кафедральная площадь. Второй совет: спуститесь через старый город на проспект Гедиминоса, зайдите покушать в Бернялю у Жейгу, там вкусно и есть блюда литовской национальной кухни. Третий совет: в Вильнюсе самое главное – это старый город. Святые ворота, 5 минут пешком от вокзала. И потом все время вниз до Кафедрального собора. Там архитектура, там и поесть. Четвертый человек советует: Шнекутис кафе на улице Стиклю, Аматининкой, Лейчай, рестораны. В последнем подают вино из одуванчиков. И пятый комментарий: поднимитесь на телебашню, там есть ресторан. Добрый день, подскажите, пожалуйста, недорогое такси. Первый человек советует: Болт вызываю. Второй комментарий: тут есть две программы основные и удобные для такси – Uber и Bolt. Стоимость поездки там сразу пишут при заказе. И третий человек советует: еще Фокус такси, иногда там сильно дешевле Болта. Существует ли сайт с описанием парковок в Вильнюсе и как платить? Я до сих пор не могу разобраться, выдают ли паркоматы чеки. Мне не выдают. Это норм? И с ценами, и так далее. И с длительностью. Первый комментарий: можете попробовать Юнипарк. Привязываете карточку и платите через приложение сразу на месте. В информации о парковке обычно пишется, когда и сколько по времени бесплатно. Только не забывайте остановить парковку. Я один раз домой приехал и только вспомнил об этом. Второй комментарий: ничего удобнее Юнипарк не видел. А если парковка их, так вообще никаких телодвижений делать не надо. Там и зоны видны, и парковки, и цены за парковки. И учитывается, если бесплатна парковка возле магаза, например, несколько часов, и время бесплатности парковки в зависимости от зоны. Следующий комментарий: я плачу по СМС, мне так удобнее. И последний комментарий: М-паркинг. Девушка интересуется: а в Вильнюсе где-нибудь продают замороженные полуфабрикаты, типа заправки для борща, блинчиков всяких фаршированных, перчиков, пельменей, но не промышленных, а хендмейд? Может, через Инстаграм? И Наталья отвечает: ну вот у нас возле дома есть такой магазинчик, домашнее все, пельмени, макароны, блинчики. Йонажолю Гатве 3. И первая девушка спрашивает: покупали там что-нибудь? Вкусно? Наталья: пельмени со свининой, курицей, грибами, боровики. Очень вкусно. Вареники с черникой тоже. Ольга Ар советует: а еще там капуста квашеная с красной крышкой, как от бабушки. Йогурт домашний разной жирности, рыба копченая и не только. Фрукты, овощи красивые, молодая картошка кипрская. Клондайк, а не магазин. Местные литовцы еще там часто яйца покупают, возможно, домашние. Google Maps не знает названия магазина. Для ориентира между Инмедика и пекарней Цлафути все Йонажолю Гатве 3. Рифато: мамы, а где можно купить качественные полуфабрикаты типа котлет, пельменей, вареников? April O'Neil отвечает: я покупаю пельмени в фермерской лавке Викис, когда в Риме доставку заказываю. Там есть такая опция на сайте. Вообще просто в Риме у них есть стенды Викис. Мне куриные пельмени там очень вкусно. Это из максимально быстро доступного и попсового. Наверняка есть более крафтовые варианты. Кейт Кей отвечает: это Укининку Краутувеле, фермерская лавка. Название есть на нем. Мы там мясо постоянно берем, а зимой вот и овощи. И Виктория оставила рекламу: принимаю ваши заказы на домашние полуфабрикаты. Сырники, голубцы, вареники с картошкой и грибами. Вареники с картошкой, вареники с капустой, вареники с творогом и укропом соленые, вареники с вишней, вареники с клубникой, пельмени. Также приезжаю к вам домой для приготовления обедов или ужина.
Вильнюс. Работаю официально. Разрешение от VMVT есть. Пишите в личное сообщение или звоните по телефону. Подскажите, можно где-нибудь в Литве купить лекарства белорусские? И девушка советует. В Каролинишках есть маленький рыночек овощной. Вот за ним стоит палатка. Там парень из Беларуси торгует лекарствами разными. Детская смесь, косметика. Сказал, что может привезти то, что нужно под заказ. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каких аптеках готовят лекарства? Нужно приготовить капли в нос ребенку. Рецепт от доктора есть. И ответ – университета в Эйстине. Подскажите, где в Вильнюсе найти занятия развивашки для ребенка? Каждый понедельник в Вильнюсском аутлете на 3-м этаже на Зеленой лужайке бесплатно с 10:30 проходят театрализованные игры длительностью 45 минут для самых маленьких – детей от 6 до 36 месяцев. Вот что пишут организаторы об этом мероприятии. Во время занятий дети играют в сенсорные игры, развивают речь и моторику через движение и ритм. Большое внимание на занятиях уделяется музыке, ее исполнению, прослушиванию и прочувствованию. Мы будем петь и танцевать под известные детские песни и литовские народные песни, учить стишки. Во время программы артисты каждый раз будут представлять разные игры, песни и развивающие упражнения, в которые можно играть дома до конца недели. Образовательную музыкальную программу для детей по очереди будут вести актрисы театра Праджия, Гинтаре Латвинайте и Грета Шепляковите. И вот отзыв одной мамы, которая посетила это занятие. Может, не совсем развивашки, но что-то для ребенка новенькое. Мы ходили несколько раз. Записываться не надо, оттого и количество детей с мамами бывает разное. То больше, то меньше. Но всем места хватает. Ведущая поет детские песенки на литовском, например, про части тела, про распорядок дня и еду и так далее. Детям раздают платочки, которыми нужно махать. В конце мыльные пузыри пускают. Очень доброжелательная обстановка. А еще в аутлете есть большой батутный парк, скайпарк, и даже детская площадка высотой 11 метров. Также есть бесплатная карусель, детская площадка НЛО и зеленый луг. Подскажите, пожалуйста, школы, кружки раннего развития «Мама и малыш». Видела только «Неозебра», может быть, кто-то еще знает другие студии. И вот такой ответ. Из этого чата отметила себе по рекомендациям Family Lab Академия, Курия Вейкой и Next Карта. Еще один комментарий. Может, будет кому-то интересно. Театр для детей, есть представление и для малышей от 6 месяцев. Под каждым спектаклем написано, на какой возраст он рассчитан. Билет нужен и ребенку, и сопровождающему. Мы были на 2 спектаклях и струнном концерте. Все понравилось. Находится в Паркас Аутлет. Такой комментарий. А здесь концерт классической музыки для 0-3 лет. В театре оперы и балета. Билет, как поняла, только взрослым нужен. А скажите, могу ли я ребенка отдать в сад частный, например? Конечно, в частном оплата около 500 евро в месяц плюс питание. Государство возмещает 120 евро в месяц. Всем спасибо за внимание. Возможно, я сниму что-то еще, но не факт. Пока.